Всем привет! Как и обещала, сегодня я строю корейский домик. То есть я в предыдущем видео немножко пожаловалась вам на то, что я немного побаиваюсь нового дополнения, но я решила бороться делом, так сказать, перебороть себя тем, что начать все-таки строить, побольше строить. И я выполняю свою миссию, свое обещание, которое сама себе дала. И решила построить корейский домик. Мне казалось, что я очень хорошо знаю, как они расположены, как они построены, потому что мною было пересмотрено очень много дорам. Это корейские сериалы, у них есть такое специальное название — дорама. В свое время я их очень-очень-очень много посмотрела, но потом, кстати, как-то время прошло, не знаю, в общем, как-то они мне разонравились, хотя они не стали абсолютно хуже, но в какой-то период времени, в общем, я от них отошла. Так вот, мне казалось, что я прекрасно знаю, как выглядят корейские домики, традиционные именно корейские домики, но, оказывается, память меня немножечко подвела, и я искала в интернете, как они расположены, как расположены комнаты. Единственное, что вот я помнила, что они такой буковкой «П» всегда с внутренним садом, это такая классика у них, и у них в этих домиках обязательно должны такие внешние переходы такие быть. В общем, часть переходов должна быть на улице. Возможно, это связано с тем, что у них не так сильно холодно, и они могут себе, по сути, это позволить. Вот. И вот этот план вот этого дома я нашла полностью в интернете. Там есть очень удобный такой подробненький, где полностью расписано, где какая-то комната, поэтому я вот пересняла этот план, потому что, он очень удобный и очень подробный, как мне показалось. Так вот, что это за дом? Этот дом на очень большую семью, на самом деле, потому что здесь есть мама, папа, у них отдельная спальня. Единственное, что практически ни у кого, не практически, а ни у кого нету отдельной ванной, потому что ванная в этом доме только одна. Так вот сложилось на самом деле, потому что больше не вместилось. Очень-очень маленький участок. Я что-то немножко не подрасчитала, если честно, размер. Мне казалось, что я помещусь получше, но из-за вот этого расположения буковкой «П» получились комнаты очень-очень маленькие, но в принципе все необходимое вместилось. Так вот, по составу семьи. У нас есть мама, папа, у нас есть старшие родственники, наверное, это родители сына, в смысле отца семейства, потому что обычно сын приводит жену в свой дом отчий, так сказать. Так вот, их спальня, у них тоже отдельная спальня, с одного края, мужа и жены основных, с другого края, а посерединке у нас детские комнаты, всего их 2, но там получается на 3 детей, поэтому, в общем, получается очень такая большая насыщенная семья с большим количеством человек. Вот. И в этом доме я постаралась как-то вот эти все уровни, пандусы или как их там, в общем, поиграться с ними. Конечно, веселье по поводу того, что когда ты устанавливаешь платформу, вспомнила платформу, исчезает стена, это, конечно, очень весело. Потом, кстати, я еще с одной интересной фишечкой платформы встретилась, это то, что у меня проваливались туда предметы. Но я думаю, что со временем решат этот вопрос, потому что просто, наверное, еще сыровато эта вся технология. Я думаю, они потом как-то с этим всем делом решат. И еще по поводу вот этих платформ, что я потом сделала их такими вот красивыми и деревянными, это мне потом сильно мешало, но я уже решила не убирать, не переделывать, потому что слишком она начала выступать и мешать предметам, то есть залазить на предметы. И за счет того, что комнатки у меня очень маленькие, в общем, не очень симпатично это было. Но из-за того, что у меня везде все одинаково, я решила не переделывать, потому что пришлось бы переделывать везде. Еще, кстати, большой респект по поводу ванной комнаты, что нам добавили вот эту плиточку с котиками. Это просто какое-то самое большое умиление моей жизни. Очень круто, очень благодарна разработчикам.
В общем, это было очень неожиданно, потому что такое нехарактерная плиточка с животными, но смотрится, конечно, потрясающе. Я теперь буду очень часто ее использовать, так что готовьтесь, практически в каждой ванной теперь у меня будут котики. Вот я наконец-то приступила, кстати, к спальне, и я здесь вот как раз-таки обнаружила, что утопает немножко мебель, но как раз-таки со спальней, с кровати точнее, это была не проблема, а очень даже плюс. То есть я смогла сделать более корейскую, такую кровать. Вообще, в принципе, корейцы практически все делают на полу. Они спят на полу, и в более таких, не то что бедных, а даже более традиционных домах у них просто скатанные, скрученные, такие специальные матрасы, мягкие достаточно, которые, просто они на день их скатывают, и у них есть специальное место. А потом на вечер в том же помещении, где они там, например, днем сидели, общались, кушали и так далее, они потом просто расправляют свои постели и спят там. То есть они и сидят, и едят, и все у них на полу. Я когда смотрела все эти корейские дорамы, для меня это было очень-очень странно, но это прикольно отчасти, что-то такое новенькое, интересненькое. Вот тут, кстати, у меня зеркало очень часто проваливалось, в общем, как-то немножко с уровнями с этими непонятно получается. Часть предметов проваливается, когда вы их пытаетесь поставить, часть нет. Я же говорю, скорее всего, из-за того, что это немножко сыренькое такое, то они при обновлении это исправят. Но помучиться иногда приходится, чтобы правильно поставить предмет. Спальню родителей, главных, самых старших, я сделала в более таких спокойных тонах. Здесь, кстати, мне не удалось полноценно утопить кровать. Что-то эта кровать не хотела утапливаться, но немножечко приспустить мне все-таки ее удалось. И, кстати, мне очень понравилась вот эта расцветка в полосочку. Что-то я очень редко использую эту кровать, но она потому что не очень хорошая по сну. Потому что, когда я заметила, что когда у меня игровые какие-то домики, а не которые я строю просто для красоты, то я всегда использую все максимально. То есть я меньше смотрю на какую-то красоту и подходящесть предмета, всегда выбираю максимально, чтобы там симы быстрее выспались, чтобы быстрее там помылись, меньше поломались и так далее. А когда я уже, конечно, строю для красоты, я уже как-то меньше на это обращаю внимание. Особенно я, кстати, заметила, что всегда самая-самая крутая кровать в семье, где я играю в 100 детей. У мамочки всегда самая лучшая кровать, потому что она всегда не высыпается. Особенно если у меня там 4 тоддлера, то это вообще тушите свет, потому что бесконечно нужно готовить, нужно их успевать перемывать. В общем, ей нужно очень быстро высыпаться. И я, кстати, не периодически, а, по-моему, у этой мамочки, последней моей, я заработала баллы и какую-то ей награду, в общем, сделала, чтобы она быстрее высыпалась или меньше. Ей нужно было спать. В общем, какой-то бонус я ей сделала, потому что совсем уже замучилась. Она вечно в этом полусонном состоянии. И я, в общем, решила ей помочь. Так вот, в самом главном холле или зале, в общем, там, где они вроде как собираются все вместе, я поставила вот эту традиционную. Это, мне кажется, все-таки это больше корейское, чем японское. Но я не знаю, что-то мне казалось, что да, в Корее практически у всех стоят эти столики с грелками, с одеялками, и они как я говорила, они там проводят время, то есть они общаются, сидят за этой штукой и кушают, и делают какие-то свои дела домашние. В общем, это такое место сбора всей семьи, за счет того, что здесь у меня семья отнюдь не маленькая, а очень даже большая, то, мне кажется, они здесь много времени проводят, поэтому у них нет классического такого дивана,
У них есть только эта штука. Я знаю, что Симы могут спокойно сидеть за этой штукой и смотреть телевизор. То есть у них нет какого-то такого проблемы, в общем. Но на кухне я все-таки сделала обычный стол, потому что, в принципе, такие обычные столы у них тоже есть. И, кстати, в принципе, в таких современных дорогих домах там уже никто не сидит на полу. Везде уже такой современный дизайн. То есть это, в принципе, больше от тех людей, которые там живут, зависит, будет у них более традиционный корейский дом, либо как бы оболочка более традиционная, но внутри все достаточно современное, поэтому это уже зависит от хозяина. И у меня такой получился микс, потому что, конечно, это абсолютно не претендует на какую-то супер-мега идентично корейский дом. Я понимаю, что это вообще далеко, я думаю, от этого, но это какая-то такая моя интерпретация, отталкиваясь от тех картинок, которые я нагуглила, пока вот искала схему этого дома, и каких-то моих воспоминаний с корейских дорам, потому что периодически там кто-то из персонажей все-таки жил в таких домах, но зачастую там, конечно, за счет того, что такие сюжеты, не то чтобы однотипные в этих дорамах, но такие специфические. Там всегда очень бедная девушка и очень богатый парень красивый, и поэтому у богатых парней там очень крутые, красивые дома, такие очень современные, но, кстати, они практически все с садами с такими, то есть у них всегда есть какое-то место уединения, такого спокойствия, где такой красивый подстриженный садик и так далее. А девушка всегда живет, в общем, в каких-то трущобах, каких-то комнатках исключительно, то есть у них так практикуется, что, у нас классика — это там однокомнатная квартира, где есть все необходимое для жизни, а у них классика — это комната, и все. То есть в комнате и кухня, и гостиная, и спальня. То есть такое как бы стандартное для них жилище. И иногда они еще там втроем живут. И вот, как я говорила, что днем там вот этот стол стоит с подушечками, к вечеру его отодвигают, раскатывают спальные места, и оно превращается в спальню. В общем, как-то они достаточно тесно живут, в общем, по-разному, на самом деле, разные слои населения. Но в корейских дорамах очень часто именно так, что парень в шикарном доме живет, а девушка какая-нибудь там очень скромненько, в общем, живет. И я уже, кстати, приступила к детским спальням. Они получились обе таких миленькие, розовенькие. Что-то мне тут понесло очень сильно на какое-то такое мимимишное. Я, конечно, настроила этих платформ. Не вижу особого смысла в них, но мне очень хотелось их попробовать. Я как бы сделала акцент на том, что как бы кровати конкретно на этих платформах, симпатично. Оно как бы делит пространство, оно, немножечко разделяет комнату. Не могу сказать, что это какая-то такая острая необходимость, но все-таки интереснее делает это помещение, как мне кажется. Но вторая комната, мне кажется, интереснее получилась, потому что здесь одна кровать, это такая комната подростка. И, кстати, вот эта кровать совершенно не хотела утопать, вообще не хотела, я ее оставила так, как она есть. И весь дизайн комнаты, в общем, пошел танцевать от вот этой как раз-таки и очень яркой кровати. Мне безумно понравилось, кстати, расцветочка, не знаю, что-то в ней есть такое очень симпатичное. И в общем, потом пошло все бешено розовое. В общем, как вы поняли, мне очень понравилась расцветка. Я все под эту расцветку, собственно говоря, и выбирала. Так что такая получилась очень яркая, подростковая, очень девочковая комната. Мне кажется, достаточно симпатичная. Конечно, немножко кричащая, но для подростков вполне себе возможно такое. И потом я закончу еще ванной, где я тоже немножко пошалила с раковиной и поместила ее в комод. Мне кажется, симпатично смотрится, необычно, потому что надоели уже эти стандартные раковины. Я захотела что-нибудь
другое. Но все рабочее, я проверила, все как бы отлично, что не может не радовать. Есть еще у них постирочная, прачечная, в общем, там, где они стирают свое бельюшко. Это тоже есть, хотя можно было сделать и, на самом деле, и вторую ванную, но что-то мне не захотелось, потому что там с проходом, в общем, не сложилось, поэтому проходная комната у нас прачечной обозначается. И одна комната в схеме, она обозначалась как study room, ну, то есть комната для обучения, и я что-то не очень поняла, что там нужно делать. Поэтому, ну, в общем, я накидала каких-то предметов для повышения навыков. Думаю, Симы это оценят. Вот. Ну, в общем, я немножко заполнила пространство. И в целом получилось очень даже симпатично. Я начала входить во вкус все-таки с этим дополнением. Ну, как я и говорила, мне нужно время для того, чтобы вообще понять и разузнать, что, где, как, какие тумбочки, какие полочки, как их можно применять, что с ними можно делать, какого они цвета, с чем они сочетаются. В общем, мне нужно время для того, чтобы все это разузнать, понять и запомнить еще, где что расположено. Это тоже очень важно, потому что я тут вырезала очень много моментов, где я скроллила предметы, потому что никак не могла найти то, что мне нужно. Я уже запуталась вообще и в старых дополнениях, и в новых. В общем, ладно, я продолжаю исследовать это дополнение. Конечно, мне кажется, оно одно из самых лучших за последнее время. Ну, у меня по рейтингу наряду с дополнением в университет. Потому что я очень-очень ждала университет. И было такое для меня очень знаковое дополнение. Мне кажется, где-то вот они на одном уровне. Кстати, в прошлый раз я говорила, что я не попробовала геймплей. Сейчас я уже немножечко попробовала. Я покаталась и на этих лыжах, и на скейте. Попадала немножко мой сим в начале. Я подумала, что, наверное, я точно так же бы, собственно говоря, себя вела. Ну, пробую, смотрю, как что, но, конечно, интересно все это дело. Мне еще надо скалолазание попробовать, тоже, может быть, какую-нибудь базу скалолазов построить, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Пока, честно, не знаю, какая будет следующая постройка, но что-нибудь интересное я обязательно придумаю. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Приятного просмотра. Пока-пока.